Здравствуйте, мои дорогие зрители, здравствуйте, мои дорогие подписчики. Приветствую вас на своем канале. Кто еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь, присоединяйтесь к нам. Нас уже много. Знаю уже очень многих своих подписчиков, да, которые постоянно пишут комментарии. Мы как одна большая семья, у нас очень тут тепло, очень добрые люди, как правило, смотрят мой канал, пишут очень добрые комментарии, стараются поддерживать меня, друг друга. Я тоже читаю все комментарии. Спасибо вам большое за поддержку. Как вы помните, в одном из предыдущих видео, ссылочка на него будет в инфобоксе под видео, посмотрите, если не видели, я спрашивала вашего совета по поводу тем для общих раскладов. Многие очень проявили интерес, да, помогли мне, написали, предложили темы. Ну и вот я потихоньку начала снимать расклады на эти темы. Ну вот, одной из самых популярных тем для общего расклада была тема «Что он обо мне думает?». Поэтому сегодня у нас будет расклад на эту тему. Вы знаете, скорее всего, на все предложенные темы будут сняты расклады. Ну, просто на это нужно время, потому что также я снимаю короткие расклады, насколько вы знаете, шорты, которые чаще выходят. Да, это тоже занимает время, это тоже своеобразно, тоже интересно и тоже очень многим помогает. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Он, как всегда, будет общим. Карты очень глянцевые, извините, тяжело их мешать. Всегда, как всегда, расклад будет общим. Конкретно вашу ситуацию я не знаю. Карты я читаю в общем. Да, но каждый, кто смотрит видео на моем канале, расклады, услышит именно то, что касается конкретно его в момент просмотра. Также видео работает вот в тот момент, когда вы нашли это видео, открыли, вот, значит, с этого момента эта тема будет работать для вас. Да, пожалуйста, пишите в комментарии, как проигрываются расклады. Это очень-очень важно. Так, я думаю, что вы настроились. Что он думает о вас сейчас? Мужчина. Давайте смотреть. Мужчина у вас король кубков здесь вышел. Возможно, мужчина водной стихии по основному знаку, либо по асценденту, да, по характеристике. Мужчина творческий, мужчина чувственный, мужчина эмоциональный. Эгоистичны такие мужчины очень часто. Они больше думают о своем внутреннем состоянии, о своем внутреннем комфорте. Иногда, да, даже могу сказать, часто бывают подвержены вредным привычкам. Ну, здесь изобразили, да, любят красиво, хорошо жить, отдыхать, да, но с комфортом для себя. Вот ваш мужчина. Держит в руке, скорее всего, он чувства. Здесь также может проигрываться мужчина влюбленный, да, наполненный чувством. Я вам сказала, что такие мужчины чувственные. Да, ну давайте смотреть дальше. Что еще? Десятка кубков. Он действительно любит, да, влюблен. У кого-то, да, у тех, кто это знает, только тех это касается. Мужчина сейчас находится в семье. Не обязательно он в семье с женой, хотя и это, да, здесь может быть. Может быть, он со своими родителями, может быть, он там, ну, с родителями, с сестрами, братьями. У всех разные ситуации, разные возраста, да. У кого-то, может быть, он и с внуками сейчас. Любви все возрасты покорны. Поэтому просто у каждого своя ситуация, да. Но при этом, вы понимаете, мужчина устал от чего-то, при этом он в негативе, ему некомфортно там, где он сейчас, и вот его состояние сейчас, он не находится в равновесии в каком-то, да, он
Вот понимаете, может быть, он болеет, может быть, он просто, ну вот как-то, я не знаю, столько сложностей навалилось, да, какие-то трудности, может быть, чего-то боится здесь десятка мечей, да, но десятка мечей – это уже последняя карта таких страданий, ну то есть десятка – это последняя карта, то есть этот период, ну, должен уже завершиться, ну, уже дальше некуда, как говорится, да, поэтому вот мужчина сейчас, видите, буквально лежит пронзенный мечами всеми возможными. Что-то идет не так. Так, ну давайте смотреть. Давайте смотреть вот так. Думает все-таки он о вас сейчас? Да? Думает ли он о вас сейчас? Двойка мечей. Тут какая-то злость у вас или какие-то сомнения, да, может быть, вы не общаетесь сейчас, да, а хотелось бы. Вы знаете, он думает о вас. Почему-то тут какой-то магический вопрос у кого-то задействован. Может быть, вы обращались к кому-то, да, ну вот даже смотрите в расклады, это же тоже, да, своеобразная эзотерическая практика, да. Может быть, он думал, что вы обращались, либо обращаетесь, да, либо, может быть, даже и сам что-то пытается сделать. Мужчина, я вам хочу сказать, знаете, тоже очень интересуется этой темой. И вы знаете, да, думает. Вот здесь туз мечей – это когда хочется все быстро, хочется действовать, да, уже все решить, разрубить. Но вот почему-то сейчас как в неведении находится. Чего касается, напишите. Вот, да, кто может, пожалуйста, напишите, что, как конкретно вот эта ситуация у вас проигрывается. То есть он бы, если бы он мог, как говорится, да, он бы тут горы свернул. Но почему-то тут, знаете, как скованы руки, связаны глаза, да, и вот как-то вот так. Почему, не знаю. Я понимаю, да, тем, кто ждут действий, очень обидно всегда это, да, что вот хочет, они действуют, там, вроде и любят, и все, а почему тогда действий? Ну, вот так. Так, хотите, да давайте дотяну здесь еще карту. Вы знаете, да, думает. Вот думает он о вас, думает о королеве кубков своей. Он король кубков. Вы здесь его парой проигрываетесь. Посмотрите, о чем он думает. Думает о той женщине, которую он любит. Понимаете? О той женщине, с которой он хочет быть. Вы здесь, как вы видите, возможно, в положении этого ему тоже хотелось бы. Да, то есть он вас не забыл, и думать он о вас думает. С чем связано здесь то, что вы сейчас либо не вместе, либо, может быть, что-то не получается так, как могло бы быть, хотелось бы всем. Я не знаю, напишите, пожалуйста. Вот, но думать о вас думает он, да. Думает любовно, думает тепло о вас, вы знаете, очень ревнует почему-то здесь под тузу мечей. Ну, пишите, что у вас там за ситуация, чтобы прояснить, да. Ну, давайте смотреть, а что же он о вас думает. Вот карта перевернулась. Посмотрите, что здесь, понимаете, все, что происходит, все действия, как будто не зависят ни от вас, ни от него. Вот вы знаете, как свыше, да, вот эта огромная сила закрутилась, и как бы ни пытался, ни старался, все равно все идет так, как должно быть. Вот вы понимаете, либо он в это верит, либо, может быть, действительно так, да, когда отношения кармические, когда отношения вот такие судьбоносные, вот именно так и бывает, что
Высшие силы ведут, и все, и там невозможно ничего сделать. Вы влечете его. Посмотрите, что он думает о вас. Он думает, что вы прекрасная женщина. Здесь вы еще можете проигрываться как представительница земной стихии по основному знаку, либо по асценденту. Да, женщина серьезная, приземленная, хозяйственная, домашняя. Не в смысле, что домашняя только дома сидит, да, в смысле, который ценит дом, может создать уют, организовать быт. Серьезная, хорошая, хозяйственная женщина. Женщина, которая привыкла к определенному достатку, да, которая не хочет жить хуже, которая сама работящая работает, которая вот это материальная, да, материальная основа очень важна. Видит вас ценной, яркой, да, женщиной, умной, очень умной, не только наполненной эмоцией, хотя здесь он, да, видит, что вы его любите, и он это понимает, но еще и женщины, которая с рассудком, которая работает, да, головой мыслит, понимает ценность всего, понимает, что должно быть, да, которая не бросит все и не кинется, да, неизвестно куда. Пятерка жезлов. Но, понимаете, что он думает? Что вот как-то у вас, может быть, взаимоотношения, как понимания вы не найдете, да, какая-то вот идет какая-то вроде борьба, да, какие-то все время разговоры, вроде начались все, да, хорошо, нормально, ласково и нежно, а потом, да, какая-то несостыковка взглядов, может быть, или еще чего-то. Но все это на самом деле на страсти замешано, потому что страсть очень сильная у вас. Вы оба такие люди активные в этом плане, неравнодушные. Пятерка кубков. Думает он о вас, что, может быть, обидел вас. Думает, что вы скучаете, возможно, да. Может быть, думает, что вы страдаете. Может быть, думает, что вы уже очень много пережили в этой жизни. Может быть, переживает, что у вас вынужденная разлука, вы одна, и вот опять одна, и это тяжело вам, да. Может быть, не хочет причинить вам какую-то боль. Да, опять. Причем, да, вы видите, у вас здесь 3 бокала разбитых, и вот вы оплакиваете вот эту потерю 3 раза. Что-то было, да, и что-то не сложилось, да, опыт какой-то 3 раза, расставались, может быть, ругались, может быть, какие-то неудачные попытки чего-то 3 раза. И вы, ну вот он этого боится, да, что вы не видите перспектив, а на самом деле и шансы, и возможности, и перспективы есть. Вот здесь еще стоят полненькие, новенькие бокальчики, и бутылочка еще, да, даже и не пустая. То есть и шансы, и возможности еще есть. Но вот, понимаете, его мысли, да, что он о вас думает, что вот вы либо страдаете, либо вы скучаете, либо вы обижены, может быть, да, ну, у кого какая ситуация, да, либо вот тяжелое у вас сейчас душевное состояние. Напишите, что у кого какое состояние обязательно, да, интересно, как у кого проиграется здесь. Ну, давайте еще смотреть, что он еще думает о вас. О, 9 пентаклей. Ну, вы знаете, он видит вас прекраснейшей, влекущей, прекраснейшей, яркой женщиной. Он думает о вас, что вы достойны вот быть вот такой. Да, не от зари до зари трудиться, да, а вот быть вот такой расслабленной, в шелках, в одеяниях, под прекрасным деревом, да, с угощениями, напитками, да, может быть, достойно иметь свое жилье, свой дом, да, вот что вы вот для этого рождены, вы настолько прекрасны, что должны быть вот такой, все время думает о вас как о яркой, прекрасной красавице, да, при этом серьезной.
при этом серьезной женщине, яркой, влекущей его, умной очень. Вы видите, вот здесь с книгой. Очень умной женщине. Красивая очень карта, очень мощный расклад. Да, так интересно, кстати. Казалось бы, да, такая тема часто снимаемая, популярная. А так интересно, так красиво получается. Ну, давайте еще посмотрим. Очень интересно мне, что же еще он думает. Вы понимаете, страдает он. Он вот страдает, скучает. И знает, что вы страдаете и скучаете. Может быть, вы сейчас повздорили, поссорились. Может быть, что-то не получается. Да, может быть, вынужденная какая-то разлука. Но на самом деле будет. Это солнце встанет. Вы просто этого сейчас почему-то... Либо вы, либо он, либо вы вместе этого не видите. Но будет рассвет. Понимаете? Да, кто-то, может быть, здесь, ну, действительно... поругался, может быть, в разлуке, может быть, кто-то болеет просто, или какие-то сложности у человека, да. А еще что может быть думать, что он бы не хотел никак вас вот обижать, может быть, если когда-то он что-то там, да, больно сказал, да, какой-то вот ранил очень сильно, то понимает, что это вам большую боль причинило. На самом деле понимает, вы вот такой должны быть счастливый, спокойный, да, умиротворенный, а не страдающий. Ну и вот смотрите, что он думает. Что вообще нужно говорить вам о чувствах, что вы достойны любви, что он хотел вот так вот быть с вами, прилететь на метле, на акуле приплыть, да, с бокалом, наполненным любовью. Он думает, что он любит вас. Он влюблен. По крайней мере, влюбленность здесь есть. Опять же, видите, водная стихия здесь, да, у нас проигрывается либо по основному знаку, либо по асценденту. Но мужчина влюбленный, как я вам сказала, да, чувственный, эмоциональный, очень эмоциональный. То есть его мир наполнен чувствами. Вот такой он. Там приземленности никакой нет. Да, или все, или ничего, и все. И главное — любовь. Вот такие вот его мысли. Ну, давайте, знаете, достанем любимые наши карты совета для вас. Всегда интересно, что посоветуют нам высшие силы, что они, какой совет дадут вам сейчас. Давайте смотреть. Посмотрите, не бойтесь идти вперед, не бойтесь забывать, не бойтесь оставлять, понимаете, да, 8 вот этих бокалов, наполненных чем-то, обидой, может быть, оставьте позади, бедами, оставьте их позади, идите вперед, впереди, да, есть неизвестность. Но впереди, как я вам показала уже вот на этой карте, видите, здесь какое солнце, оно встает. И вы двигаетесь как раз туда, вы двигаетесь правильно. Но нужно оставить позади все то, что тянет, да, негатив, страх. Посмотрите, 9 кубков. Вы построите новый замок с этими кубками. Вы обретете покой. У вас любовь есть внутри вас. Вы наполнены правильными чувствами. Вы должны, главное, обрести гармонию, обрести равновесие внутри себя. Поймите, Бог вас любит. Он направляет вас к лучшему. Вы все сможете пережить. Вы все сможете пережить. И вот, посмотрите, прекрасно, как красиво. Вот вы двигаетесь вперед, вот к сюда. Вот к такому прекрасному, посмотрите, совсем к другой энергетике, к солнечной, да, к морю, к водоему. У вас здесь прекрасные бокалы, любовь, наполненные, да, неизвестная жидкость там дымится, а там все блестит, горит, и вы посмотрите, какая вы здесь умиротворенная, счастливая, довольная. Дотяну еще одну карту.
Ох, и туз пентаклей. И ждите новых возможностей, ждите встречу, кто ждет. Ждите известия, кто ждет известия. Ждите новых возможностей, кто ждет. Деньги могут поступить. Вы видите солнце, опять же. Вы придете к этому солнцу и будете держать вот это ценность, вот эту, то, к чему вы стремитесь в руках, возможно, даже и гораздо больше того, о чем думаете сейчас, на что вообще рассчитываете, о чем мечтаете. Вы совсем справитесь, все в ваших руках. Верьте в себя. А мужчина думает о вас любовно по этому раскладу. Ну, вот такой расклад у нас получился. Пишите, пожалуйста, как у вас проигрывается. Да, мне это очень важно. Я думаю, что не только мне, другим зрителям очень важно. И вообще делитесь всеми своими впечатлениями, эмоциями, мыслями, которыми хотите поделиться со мной, либо с другими зрителями. Я желаю вам огромного счастья, большой любви. Прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.